Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о главе Офиса президента Зеленского Андрее Ермаке, потому что случилось довольно-таки резонансное заявление конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спарц о том, что Андрей Ермак имеет связи с Российской Федерацией. Давайте по пунктам разберем эту ситуацию. Я скажу вам свой взгляд на вещи и рад буду почитать в комментариях вашу точку зрения по этому вопросу. Итак, Виктория Спарц сделала свое заявление, даже написала письмо Байдену с просьбой проверить Андрея Ермака на связи с Кремлем в контексте нашей войны с Россией, поставок оружия и вообще всего происходящего. Есть ли доверие к этому человеку? Давайте я зачитаю вам ее аргументи, тому що вони доволі-таки серйозні. Пряма річ. Я перерахую кілька серйозних звинувачень на адресу пана Єрмака і дозволю йому самому їх розкрити. Перше. Витік інформації в Білорусь і зрештою в Росію про операцію України з захоплення групи Вагнера, що призвело до її провалу. Друге. Погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною. Третє. Запевнення українського керівництва, що цього лютого нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни. Четверте. Диверсія Херсона та здача його росіянам для організації трагедії батальйону Азов. П'яте. Затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов. Шосте. Цілеспрямоване затягування через Олега Татарова призначення незалежного очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ну давайте голые факты и мои комментарии по пунктам, все, что Виктория Спарц перечислила. Первое, про группу Вагнера. Факт в том, что спецоперация была провалена. Факт в том, что огромное количество вагнеровцев вместо того, чтобы сесть у нас в тюрьму, продолжают убивать наших людей. Факт, факт. Операция провалена была. Факт, факт. Не буду повторяться 35-й раз, я не журналист, не расследователь, и вообще у меня в этой истории нет ничего личного, кроме интереса про мою страну, про Украину. Так вот, был звонок в последний момент для того, чтобы сорвать операцию, сделан в Беларусь? Был. Второе, по поводу плохих мирных переговоров с Россией. Я просто не знаю, насколько там компетенция Ермака, но, наверное, у нее есть какие-то основания. Это сильно я комментировать не могу. Третье, по поводу того, что игнорировалась информация западных спецслужб о том, что в феврале будет нападение России на нас. И вот довольно сенсационную новость как раз к этому делу выпускает Юрий Бутусов, которого я органически не воспринимаю, я просто передаю им информацию. Зачитываю. Журналіст Юрій Бутусов. За 4 місяці до повномасштабного вторгнення розвідка НАТО повідомила керівництву України точну дату вторгнення Росії, вказавши точний час нападу і навіть час запуску російських ракет. Верите ему, не верите ему, решайте сами для себя. Повторяю, я просто передаю вам информацию, но эта информация капает в копилочку. Четвертый пункт, значит, по поводу сдачи Херсона. Это, наверное, больше вопрос службы безопасности. Баканов у нас не выступал с самого начала войны ни разу публично. Пятое, по поводу затягивания про покупку военного вооружения, тоже не могу комментировать, у меня недостаточно информации для этого. А вот шестой пункт, по поводу Олега Татарова и назначения главы САП, постоянно там Виталий Шабунин эту тему штудирует. И вообще про Олега Татарова я лично никогда ничего хорошего не слышал. Я слышал на уровне слухов по городу Киеву про незаконные посадки людей, про телефонное право и много-много чего негативного из биографии этого человека. Ничего хорошего, даже нейтрального, никогда никто, нигде я не слышал, чтобы опровергнул. Все только подтверждали. Глава САП не назначен по сей день, не назначен. Факт, факт. Вот я вам перечислил. По-моему, Виктория Спарц не так уж не права. Сейчас идут какие, как бы уже контраргументы в ее сторону. Значит, говорят, что неправильный метод выбран для атаки Ермака, неправильное время, что это будет мешать Украине, что это будет мешать поставкам оружия, что это будет мешать ленд-лизу. Хотя, кстати говоря, надо сказать, что Виктория Спарц была одной из тех, кто очень сильно помогала, чтобы этот ленд-лиз был вообще подписан и помогала в реализации. Давайте немножко расскажу два слова. Я, естественно, всегда интересуюсь бэкграундом человека. И вот у Виктории Спарц довольно-таки серьезный бэкграунд. Давайте я немножко разберу. Будущая конгрессвумен родилась в Черниговской области, 78 года рождения. В 2000 году закончила КНЕУ она, Киевский национальный экономический университет. В 2000 году она эмигрировала в Соединенные Штаты Америки, как видим, стала конгрессвумен, сенатором. Это, я считаю, очень серьезная карьера.
И просто так такого в США не добиваются. Давайте я покажу вам ее предвыборный ролик. The Green New Deal, government health care, massive spending. The socialists must be stopped. Born in the Soviet Union, Victoria Spartz knows the misery of socialism. Victoria will protect freedom, stand with Trump to bring jobs back from communist China, and stop liberals from exploiting coronavirus to advance socialism. Conservative businesswoman, relentless state senator, endorsed by Indiana Right to Life and the NRA. Victoria Spartz for Congress. I'm Victoria Spartz, and I approve this message. Что интересно, Виктория просто ненавидит социализм, я ненавижу социализм. И вот я хочу зачитать вам прямую речь по этому поводу. На сайті передвиборчої кампанії Спарц йшлося, що зростаючи в Україні за влади соціалісти, вона напряму відчула на собі темну сторону соціалізму. Цей досвід сформував її консервативну політичну філософію. Обмежена влада завжди краще, а рішення у галузі фінансів та охорони здоров'я мають ухвалювати люди на вільному ринку, а не бюрократи чи лоббисты, додає її офіційна біографія. Кроме как похлопать в ладоши, я не могу ничего больше сделать. Это очень правильный взгляд на вещи, я полностью поддерживаю. Поэтому уже определенным образом ей симпатизирую как политику. После этого сенсационного заявления конгрессвумен украинского происхождения сразу началось массовое отбеливание Ермака в телеграм-каналах, причем довольно-таки сомнительных, многие из которых пресса связывает с Российской Федерацией. Но что интересно, те средства массовой информации, которые у себя на Facebook-страницах продублировали вообще эту новость, опубликовали, надо же так, абсолютное большинство людей тоже согласны с мнением, что с Ермаком что-то нечисто. Только единственное, что я не хочу сейчас вообще обвинять, допустим, Ермака в том, что его отец занимал должность в ГРУ российском, Генеральное разведывательное управление Российской Федерации. Потому что все-таки дети не в ответе за родителей, и даже не в этом суть. Но то, что очень много темных пятен, да. Брат Ермака задерживался, младший, за взятку, для того, чтобы там пропихнуть каких-то людей на нужные позиции. Был огромный скандал. Было. Замялось? Замялось. Самое главное, что я хочу вам сказать. Для меня лично это важно. Вот напишите в комментариях, как для вас. Ни разу и нигде Андрей Ермак не высказался ни по одному поводу, не высказал свою точку зрения. Я очень пристально наблюдаю за его поведением в те моменты, когда к Зеленскому сейчас приезжают представители западных стран, например, актеры голливудские, они приезжают в офис президента, встречаются с Зеленским. Я наблюдаю за поведением Ермака. Поведение это меня смущает. Ну, точно видно, что человек закрытый. Но это тоже как бы не проблема и не порог. Но во многих моментах ощущается очень серьезная странность, не внушающая мне доверия. Ну, это на таком чисто уровне того, кто как разбирается и чувствует людей. Единственный раз, когда Ермак, высказался, это громко сказано, он защитил Гетманцева, когда бизнесмены написали требование, письмо Зеленскому, чтобы Гетманцев был немедленно уволен и даже лишен мандата. Опять-таки, Ермак его вышел, защитил, для проформы организовал встречу с какими-то там ручными бизнесменами, и все благополучно тоже растаяло, так же, как с его братом дело. И уже не хочу муссировать опять тему кума Ермака Николая Тищенко, который, по общеизвестной информации, в первый же день войны сбежал на Закарпатье, отсиделся там, потом, когда ситуация успокоилась, вернулся в Киев, одел военную одежду, взял классный автомат. Ребята с фронта очень сильно смеялись с этого, как он неправильно его носит, но сказали, что автомат классный, и такой автомат они не прочь были бы получить себе на фронт. Постоянный пиар, рассказывание про волонтерство, короче говоря, я много раз уже об этом рассказывал, но тоже это определенный показатель для меня. Но повторюсь и подчеркну, самое главное, что Андрей Ермак ни разу не высказался ни по какому поводу. И сейчас эти разговоры, которые ведет пресса, которые веду я, и даже Виктория Спарц, это не есть какое-то подыгрывание ситуации. Никто из нас не хочет навредить, как-то замедлить поставки вооружения. Но все ведь то, что она сказала, лично по моему мнению, это по существу. Просто так таких разговоров не бывает, дыма без огня тоже не бывает. В конце концов, Ермак может ее засудить, если захочет, если она не права. Ситуация сейчас, естественно, как будет, я вам скажу. Ситуация сейчас притихнет, будет полный игнор этих сообщений, и дальше все будет идти своим чередом, если, конечно, конгрессвумен наша не успокоится, так как было бы сейчас, наверное, выгодно Ермаку. И я вообще не хочу давать какую-то однозначную оценку, я вас больше
как бы знакомлю с какими-то информационными деталями, возможно, где-то немножко своего мнения добавляю, но я вам об этом открыто говорю. Я считаю, дыма без огня не бывает. Ситуация в целом мне, конечно, не нравится. Конечно, время для этого, мягко говоря, не подходящее. Но если правда, если факты есть, пускай ЦРУ, ФБР, пускай все проверяют. Но это дело ЦРУ, поскольку это внешняя разведка. Понимаете? Понятное дело, что Зеленский во время войны не будет публично увольнять никаких крупных фигур. Но давайте с другой стороны смотреть. Ну почему-то же Виктория Спарс не выступила, что Резников агент России и имеет какие-то связи с Россией. Не выступила. Почему-то же именно про Ермака говорилось. И очень серьезные факты, дорогие друзья. Про вагнеровцев, ну это же очень серьезно. Очень серьезно. Про Татарова, про САП. Серьезно, серьезно. Очень-очень много таких нюансов. И тем не менее, он продолжает занимать позицию. Он, кстати говоря, полный антипод Андрея Богдана, бывшего главы офиса президента Зеленского. Тот, конечно, был открытым, тот везде лез, чрезмерно лез и доигрался. Решал свои вопросы, тоже доигрался. Но Ермак это полный антипод. Я вижу, что он просто впитывает информацию, вынашивает ее. Ну, понаблюдайте за ним. Вот понаблюдайте, напишите мне свое мнение, мне будет очень интересно. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Жду ваших комментариев, но обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик, это очень важно. Слава Украине!